И сегодня у нас программа по теме камни в почках, песок в почках или в мочеточниках. По-медицински все это называется почечно-каменная болезнь. Далее по ходу видео будем для удобства пользоваться термином мочекаменная болезнь. Чтобы справиться с какой-то болезнью, нужно понять, от чего эта болезнь возникла. Но в случае с мочекаменной болезнью это не всегда просто, потому что это многофакторное заболевание. У мочекаменной болезни может быть много разных причин. Но все-таки постараемся разобрать это заболевание по полочкам. Одна из частых причин возникновения песка в почках или камней в почках – это тот фактор, что мы порой пьем мало обычной воды. Некоторые люди целыми днями пьют кофе, чай, соки или какие-то другие напитки, а вот обычной простой воды пьют достаточно мало. И это не очень хорошо сказывается на почках. Поэтому первое, что мы должны сделать при мочекаменной болезни – увеличить потребление обычной негазированной воды до 1-2 литров в сутки. А во время жары можно даже больше, по желанию. Как говорил один мой знакомый уролог, если у вас песок или камни в почках, вода, вода и вода. К слову, я бы, например, советовал по возможности начинать утро не с чашечки кофе, а с 2 стаканов обычной воды комнатной температуры или чуть теплой. Делать это лучше натощак, еще до завтрака, а вот выпить кофе и позавтракать можно чуть позже, минут через 15-20. Единственное, в первый раз такой метод лучше опробовать в выходной день, когда вам не нужно идти на работу, чтобы посмотреть, как ваш организм будет реагировать на 2 утренних стакана воды. И чтобы не испытывать неловкость по дороге на работу, если вам срочно потребуется в туалет. Далее в течение дня, когда у вас рука тянется к чашечке кофе, стакану сока или колы, тоже советую сначала подумать о стакане простой воды. Так для почек при мочекаменной болезни будет гораздо лучше. К слову, меня часто спрашивают: доктор, ну вот, например, чай или сок, это ведь тоже жидкость. Тогда почему вы говорите только о простой воде, что она предпочтительнее других напитков? Друзья, вы можете сами провести простой эксперимент. 1 день, а лучше 2 дня, вместо других напитков пить только простую воду. И вы сами увидите результат. Как часто вы будете ходить в туалет, как изменится цвет мочи, и если она была темной, то почти наверняка она станет более светлой. Вообще говоря, потребление простой воды – это вдвойне актуально для людей, проживающих в жарком климате. Потому что если человек живет в жарком климате и при этом пьет мало обычной простой воды, то риск возникновения песка или камней в почках у него возрастает многократно. Но здесь я должен упомянуть, что, к сожалению, питьевая вода не везде хорошая. В некоторых регионах вода жесткая, с большим количеством солей. И в этом смысле развитие камней в почках часто провоцирует вода, перенасыщенная солями кальция. Что делать в таком случае, если у вас из крана течет жесткая вода? Нужно думать. Возможно, ставить какие-то хорошие фильтры. Или покупать качественную бутилированную воду, в которой вы уверены. Все это, конечно, требует некоторых усилий, но здоровье почек дороже. Еще одна частая причина появления песка или камней в почках – это малоподвижный образ жизни. Если человек мало двигается, например, целый день сидит за компьютером или перед телевизором, или валяется на диване, то все это значительно повышает риск мочекаменной болезни. Поэтому, с одной стороны, в начале лечения нужно избегать чрезмерных физических нагрузок, но при этом желательно постепенно и аккуратно, ежедневно прибавлять свою физическую активность. Прогулки в спокойном темпе, минимум полчаса, час в день. Скандинавская ходьба, коньки или лыжи в спокойном темпе тоже подходят. Очень неплохой вариант – наши специальные упражнения для живота. Они тоже хорошо улучшают работу почек. Ссылка на эти упражнения дана в описании под роликом. При желании вы можете эти упражнения изучить и начать делать. Плавание, если есть возможность где-то поплавать, тоже хорошо, но только не в холодной воде. Потому что еще один нюанс, способствующий воспалению и последующему развитию мочекаменной болезни, это переохлаждение, особенно переохлаждение поясницы. Поясницу при этой болезни вообще желательно держать в тепле. И если вы часто бываете на холоде, то пояс из собачьей шерсти или шерстяной шарф на пояснице должны стать вашей привычкой. Далее. Развитию камней способствует чрезмерное употребление алкоголя. Очень неблагоприятно на почки влияет пиво, особенно если ежедневно и в больших количествах. Прием некоторых лекарств тоже провоцирует нарушение функций почек, и за счет этого может способствовать развитию мочекаменной болезни. Поэтому
Если вы постоянно на протяжении нескольких месяцев или даже лет принимаете какие-то лекарства и у вас начали образовываться камни в почках, внимательно изучите инструкции к своим препаратам. И если в инструкции к препарату есть упоминание о чем-то подобном, возможно, вам вместе с вашим лечащим врачом нужно будет подумать о замене лекарства на какое-то другое, которое не имеет таких побочных эффектов. К слову, любителям попить витамины долго и в больших количествах. При постоянном приеме кальция, витамина D или витамина С, если принимать их дольше 2-3 месяцев подряд, да еще в больших дозах, очень часто образуются камни или песок в почках. Об этом я рассказывал в программе «Опасные витамины». А многие люди до сих пор думают, что витамины можно пить постоянно, в больших дозах и бесконтрольно. Мол, от этого только одна польза. Такие вот заблуждения. Читайте инструкцию к препаратам, друзья, и к витаминам тоже. Хронические воспалительные болезни почек и мочевыводящих путей, такие как пиелонефрит, гломерулонефрит, цистит и другие, тоже могут способствовать развитию мочекаменной болезни. О лечении некоторых из этих болезней мы уже рассказывали в других наших программах. Ссылка на них в описании к этому ролику. Про питание. В интернете много советов по питанию при мочекаменной болезни. Кушайте это, не ешьте то. Проблема, однако, заключается в том, что существует несколько разных видов камней в почках, связанных с разными вариантами пищевых привычек. Фосфатные камни, уратные камни, оксалатные или, например, камни смешанного типа. Поэтому тот совет по питанию, который подойдет одному пациенту, может категорически не подойти другому пациенту с той же мочекаменной болезнью. И подбирать специальную диету при камнях в почках разумно только после того, когда вы сдали все необходимые анализы под контролем нефролога и точно установили, какой у вас вариант камней. Именно от этого будет зависеть индивидуальный подбор вашей диеты. Но если нет возможности точно выяснить, какой у вас вид камней, тогда в вопросах питания просто соблюдайте разумность. Не злоупотребляйте колбасными изделиями, субпродуктами и мясом, особенно жареным. Кофе, какао, шоколадом, творогом, сыром, солью и соленьями тоже не злоупотребляйте. В принципе, в меру можно все, но просто нежелательно, образно говоря, подсаживаться на какой-то один продукт. Питание должно быть достаточно разнообразным. Можно придерживаться чего-то вроде средиземноморского типа питания. Много овощей, зелени, растительной клетчатки, нежирная рыба, нежирное мясо. Овощи полезны в свежем, вареном и тушеном виде. Теперь расскажу о лекарственных растениях, которые с успехом применяются при мочекаменной болезни. Их, к слову, достаточно много. Но одними из лучших я считаю хвощ полевой, горец птичий, он же спорыш, и марену красильную. Чем эти травы хороши? Компоненты травы хвоща полевого оказывают мочегонный, противовоспалительный и противомикробные эффекты, снимают интоксикацию и затрудняют образование мочевых камней. Различные вещества, содержащиеся в корнях марены красильной, обладают способностью разрыхлять и разрушать мочевые камни, содержащие фосфаты кальция и магния. Препараты из травы горца птичьего, то есть спорыша, препятствуют образованию мочевых камней, уратов, обладают антимикробным и противовоспалительными свойствами. Эти лекарственные растения можно использовать и по отдельности. Но, например, в России фирма Витаукт производит фитокомплекс Уралит, куда экстракты этих лекарственных растений входят в комплексе с другими полезными компонентами. Например, в Уралите есть еще экстракты травы золотарника обыкновенного, листьев эвкалипта прутовидного, плодов фенхеля обыкновенного и травы мелиссы и другие. Уралит – это полиэкстракт, раствор для приема внутрь. Компоненты, входящие в фитокомплекс уралит, дополняют и усиливают действие друг друга. Они способствуют растворению почечных камней и песка. Как я уже говорил в этой программе, по химическому составу камни делятся на несколько видов. И многие лекарственные препараты, которые по идее должны растворять камни в почках, влияют только на отдельные виды таких камней, а вот на другие они могут и не действовать. Уралит этого недостатка лишен. Его свойства таковы, что он способствует растворению камней независимо от того, из чего они состоят. Еще компоненты уралита оказывают противовоспалительные действия на мочевыводящие пути. Это помогает справиться с инфекциями и мешает бактериям или грибкам поселиться в почках и мочевыводящих путях. Кроме того, что важно, компоненты уралита оказывают спазмолитическое действие, то есть они расширяют протоки мочевыводящих путей.
В результате уменьшается застой мочи. А ведь именно он во многом и способствует образованию камней. В нашем случае такого застоя мочи не происходит. И еще спазмолитический эффект уролита позволяет песку и камешкам легче отходить из почек. Соответственно, компоненты уролита могут быть полезны не только при песке в почках и при мочекаменной болезни, когда она уже случилась. Уролит можно использовать и для ее профилактики. Кроме того, уролит можно использовать в том случае, когда человеку провели операцию по удалению камней в почках, чтобы значительно уменьшить риск повторения такой неприятности в будущем. А также его можно применять при острых или хронических инфекциях мочевыводящих путей. Противопоказаний у уролита очень мало. Как и у большинства лекарств, это индивидуальная непереносимость или аллергия на компоненты препарата, а также беременность и кормление грудью. И в ряде случаев склонность к расстройствам кишечника. Нежелательно применять уролит одновременно с препаратами-ингибиторами МАО. К ним относятся некоторые антидепрессанты и ряд средств для лечения болезни Паркинсона. Обратите внимание, оригинальный уролит от компании Vitault выглядит вот так. Не спутайте с другими препаратами со схожими названиями. Перед применением желательно проконсультироваться со специалистом. Как принимать? Взрослые принимают уролит по 2 чайные ложки 3 раза в день за 20-30 минут до еды или через 30-40 минут после еды. Можно разбавить или запить водой. Перед применением бутылочку с уролитом нужно взбалтывать. Курс приема 30 дней. Повторные курсы можно провести через 3-6 месяцев. На всякий случай предупрежу, что в первые дни приема возможен легкий и непродолжительный слабительный эффект. Друзья, если по каким-то причинам нет возможности купить уролит, то хвощ полевой, горец птичий, он же спорыш, и марену красильную можно покупать и по отдельности. Где их лучше покупать? Их лучше купить в аптеке или заказать по интернету. Из этих лекарственных растений строго по инструкции на упаковке делают настои или отвары. Принимают их тоже строго по инструкции на упаковке. Курс лечения все те же 3-4 недели. Дорогие друзья, поскольку составление смеси из разных лекарственных растений – это дело достаточно серьезное и требует определенных навыков, то в вашем случае лучше использовать эти лекарственные растения по отдельности. Например, 3 или 4 недели вы пропили настои или отвары из одного лекарственного растения и посмотрели, каким будет эффект. Потом сделали перерыв на 2-3 месяца, и если в первый раз от этого лекарственного растения эффект был хорошим, то можно повторить прием этого лекарственного растения снова. Но если оно в первый раз не очень хорошо подействовало, то теперь мы уже пробуем другое лекарственное растение. И такие курсы можно повторять несколько раз в год. Конечно, только при условии, если у вас нет аллергии и противопоказаний к приему настоев или отваров из этих лекарственных растений. Если не удалось купить те лекарственные растения, о которых мы говорили, то есть в аптеках нет ни хвоща полевого, ни горца птичьего, ни марены красильной, что еще можно использовать? Можно использовать листья брусники или листья толокнянки. Но листья брусники и листья толокнянки в данном случае при камнях в почках, с моей точки зрения, действуют, к сожалению, слабее, чем, например, хвощ полевой, горец птичий или марена красильная. Хотя в целом в большинстве случаев они тоже достаточно полезны. И, предполагаю, многие зрители спросят меня про такое лекарственное растение, которое называется полпола. Она же эрва шерстистая. Это тоже достаточно сильное растение для лечения камней в почках. Но там есть свои противопоказания, и главное, нужно знать один важный момент. Когда вы принимаете настой или отвар из этого лекарственного растения, чтобы не повредить зубы, нужно пить эти настои или отвары через трубочку. Дорогие друзья, в конце программы стоит упомянуть один важный момент. К сожалению, иногда, несмотря на все наши усилия, камни в почках не удается растворить. Да, такое тоже бывает. Или камни в почках оказываются слишком большими для терапии. И тогда уже приходится обращаться к тем или иным методам оперативного лечения и дробления камней в почках. Но это, дорогие друзья, уже совсем другая история. А мы с вами говорили в этом видео о том, что делать в тех случаях, когда процесс еще не зашел слишком далеко. Или что нужно делать для того, чтобы предотвратить появление камней. И хочу подчеркнуть, что к проблеме мочекаменной болезни нужно подходить комплексно, а не так, как делают некоторые люди. Я сделаю только то или это, попью вот такое-то лекарство, и на этом все. Нет, дорогие друзья, еще раз подчеркиваю, лечение должно быть комплексным. Дорогие друзья, и это на сегодня все. Как всегда мы просим, если вы пользуетесь нашими методами, пожалуйста, напишите в комментариях о своих результатах. Это будет важно и для нас,
и для многих других наших зрителей. А мы желаем вам всего доброго, будьте здоровы и подписывайтесь на наш канал. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими.